Если говорить как есть, я хочу стать успешным бизнесменом и стать очень богатым. И мне нужен человек, который уже это делает и уже имеет крутые результаты. Мы на разработку материалов потратили около, не знаю, 150 миллионов тенге за все время. 20 тысяч тестов, 40 тысяч срезов, 2000 просто видеоуроков, которые было снято. Поэтому я позвал Айбека Нурланулы, который уже 13 лет занимается бизнесом и прохавал все. Наличие денег в кассе не означает, что ты прибылен. Может, ты просто ускоряешь свой кассовый разрыв и убыток в будущее. Я задал вопрос, что бы ты делал, если у тебя был новый бизнес прям с нуля? Вот что бы ты делал? Давай по шагам распишем, как это я люблю. Бизнес выстрелит в том случае, если вы выделили на него время, деньги и любовь 3 года. Это аномалия, если это стреляет за полгода. Я очень много получил инсайтов, и я уверен, что вы тоже. Друзья, ставьте лайки, комментируйте, давайте обратную связь. Вот смотрите, вы же нас слышите, меня слышите, а мы вас нет. И мы вот как мы можем понять, вам нравится то, что мы делаем или нет? Это вот видеть ваши лайки, комментарии и подписку. Вот, это ваша обратная связь. Если вы чувствуете, что хоть чуть-чуть было это полезно, давайте обратную связь. Это для нас важно. Vision make decision. Вот такая есть классная цитата, она еще была, ее Асель Машанова мне сказала. То есть видение определяет твои решения. И вот у меня, я делюсь своим видением, своей целью. Я вот хочу до 40 лет, мне сейчас 28, стать топовым предпринимателем, бизнесменом, у которого там огромное количество разных активов, бизнесов и так далее. И поэтому мне, соответственно, нужно как можно больше общаться с такими людьми, кто уже, ну, скажем, достиг и также имеет больше опыт, чем у меня в бизнесе. И сегодня я пригласил человека, практика в этой сфере, да, это Айбек Нурланулы. Мы с ним еще знакомы со времен, когда Асаруме я мутил интересную Да. движуху с лопатой. Сейчас немножко расскажу. В общем, просто была лопата у нас для съемок. Я говорю, а давайте так, типа, устроим аукцион, кто больше заплатит денег, все деньги уйдут там в Асаруме фонд. И вот тогда ребята, iPlus, закинули 1 000 000 тенге. Полтора, извиняюсь. Полтора. Да, и все деньги ушли на благотворительность. Да. Вот такой вот человек, с того времени мы знакомы, общаемся, классные реально проекты у него. Сколько лет уже бизнесом занимаешься? 13 лет. 13 лет. Ну вот я с 2023 занимаюсь полноценно. И вот 2 года. Поэтому нужно узнать, что нужно знать, что нужно делать. Погнали туда. У тебя есть iPlus сейчас. Да, сеть образовательных центров I+. Какой там, масштаб, чтобы понимание было? Он находится в 3 городах, 9 филиалов и онлайн еще. Средняя посещаемость детей — это, наверное, 6 тысяч детей плюс. Ну, на пиках намного больше, а так в среднем где-то так. Супер. И И стоматологическая клиника «Мирай». Это обычная клиника, ну, ладно, классная клиника, 600 квадратных метров, 12 кресел, полностью оборудованная, 50 человек там работает, супер. 20 врачей, такая. 5 лет этому бизнесу. Основной это I+, а дальше уже «Мирай» идет. iPlus сколько? I+ начал как существовать как I+ с 2016 года. До этого были курсы английского языка, потом мы стали центром подготовки. Ну вот поэтому, собственно, надо пообщаться и понять вообще, как это все делать. Давай начнем с того, что, с чего все начинается. Ну то есть вот как у тебя, чтобы сейчас аудитория максимально извлекла пользу из подкаста, я люблю вот так методологически идти, вот так, шаг за шагом. Вот ты бы сейчас захотел бы создать новый бизнес с нуля, какой-нибудь. Вот с чего бы ты его начал? Давай, шаг первый. Чтобы его сделать долговечным, крутым, суперприбыльным, офигенным, первый шаг. Я бы исследовал объем рынка, наверное. И сколько там конкурентов, насколько они динозавры в этом рынке. Смотрел бы порог входа какой. Но если там порог входа как у I+, образовательный центр, где можно поставить 8 парт и одну доску, то я бы, наверное, старался туда не заходить, потому что я 9 лет этим бизнесом занимаюсь, и это как каждый год заходит 1000 новых конкурентов, и 1000 новых конкурентов уходят, и остается один, не знаю. Окей. Из-за этого я, наверное, старался бы зайти в тот бизнес, который мне по ценностям. Это очень важно. Дальше я смотрел бы, насколько порог входа туда сложен, насколько он вообще большой рынок, объем рынка какой, и как я могу в течение 10 лет там расти. Окей, давай сейчас, подожди, вот я сейчас попробую теперь это медленно и вот так вот прям шаг за шагом, да. Первое, как я понимаю в этом, это идти туда, где откликается, ну то есть где у тебя сходится с твоими ценностями, Да, чтобы у тебя не было такого, да, там, ты потом занимаешься бизнесом и начинаешь его
оправдывать. Я там знаю ребят, кто занимается, допустим, там какими-то историями типа алкогольный бизнес, там еще какие-то вещи, и они все равно чувствуют какую-то вину фоновую, я замечаю за ними. Вот, и как бы вот такая, да, история, чтобы Конечно, не да. было вот этих искажений Да, внутренних. надо заниматься тем бизнесом, который соответствует твоим ценностям. Да. Это если для тебя нормально заниматься продажей алкоголем или, не знаю, чтобы в ресторанах ты продавал алкоголь, то, в принципе, и занимайся. А если нет, то ты должен сперва это выбрать. Потому что, когда мы начинали бизнес, период был кальянных, и легко можно было открыть кальянную и окупить. Мгм. Вот. Мы не стали этим заниматься. Всегда можно было заниматься продажей, там, не знаю, алкоголя, всегда можно было заниматься трафиком, который нагонял. Ну, P2P трафик в казиношке. Окей, Тоже окей. можно было круто заниматься. Я знаю Да. ребят, которые ну, ультра много, очень много денег зарабатывают на этом. В их картине мира это нормально. Да, 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 да. Окей, все, первый шаг понятно. Да, Второй шаг, ты сказал, объем рынка. да, да. Объем рынка, он как измеряется? Как это понять? Ну, сейчас бы я, наверное, просто написал бы чат GPT, спросил бы, какой объем рынка, не знаю, дополнительного образования в Казахстане, я не знаю, какой объем рынка стоматологии в Казахстане. Мгм. После этого, какой самый основной игрок и сколько процентов от рынка он занимает. И насколько трудно будет тебе захватывать этот рынок. Вот так бы Окей. я, наверное, исследовал бы. Супер, супер, классно. Мгм. Потом ты сказал, что я бы посмотрел точку входа. Да. А как эту точку входа посчитать? Это нужно кого-то привлекать, финансиста типа или как? Ну, ты можешь открыть ресторан, его арендовать готовый и запуститься. Либо, чтобы открыть ресторан, я не знаю, в среднем, по-моему, минимально 200-250 тысяч долларов нужно. Но студент не сможет Ну открыть. да, 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 да. конечно, конечно. Окей. Но студент сможет образовательный центр открыть. А как заранее ему посчитать его? Тоже через чат GPT? Если честно, сейчас это халявный ассистент, который... Какая точка входа у, не знаю, любого бизнеса, который вы хотите зайти просто? Блин, сейчас как будто у людей еще проще жить, по сути, стало в этом плане, да? Ну, типа, вот тебе готовые решения. Да-да-да, я обожаю чат GPT, я кайфую от этого, потому Просто что иди действуй. да, это альтернативные мнения всегда. Да, Твоему противовес ты можешь зайти, спросить, проанализировать даже, супер. проанализировать свои анализы, не знаю, крови и так далее. Тренд на блогеров падает. И новый тренд — это блогеры-предприниматели. То есть люди, у которых есть свой какой-то проект, и за счет своей медийности эти люди его раскачивают. И не запрыгнув сейчас в этот новый тренд, можно, ну, как минимум, сильно отстать и по итогу исчезнуть с рынка, потому что сейчас создавать контент — это уже базовая функция. Именно для этих людей мы с командой разработали одноименный проект, который называется Vision — помощник по созданию контента. Он состоит из 3 частей. Первое, он помогает вам составить план действий, что вам делать на ближайший месяц, на неделю и на каждый день, и напоминает об этом. Второе — это контент от меня, уроки, максимально классная информация о других спикеров там. Ну, в общем, реально полезная инфа, чтобы вам создавать контент. Еще и примеры и так далее. Ну и третье — это сообщество, встречи с пятерками по городам. Ну, в общем, все компоненты нужны для того, чтобы вы развивали свой личный бренд. И чтобы это получить, вам нужно перейти по ссылке в био и бесплатно получить бесплатную стратегию на месяц. Вот так мы от души заходим. А если захотите приобрести наш продукт, то уже, соответственно, вы дальше можете там нажать, и там будут 2 тарифа. Погнали. Все, это был такой один большой шаг, и внутри него вот эти мы описали действия. Классно. Теперь, вот это мы сделали, поняли, нас заинтересовал этот рынок, и мы туда пошли. Что теперь? Теперь вопрос, вы какими компетенциями обладаете? Вы кто вообще на этом рынке? Вы продукт, у вас есть компетенции на этом рынке, либо вы умеете продавать, вы либо умеете привлекать трафик, или, не знаю, маркетинг и так далее. Можно тут глубже? То есть нужно понять, какие у тебя суперспособности. Да-да-да. То есть, ну, как их понять? То, что дается легко, то, что есть результаты уже какие-то в прошлом, Конечно, да? да. А как люди делятся? Есть люди продуктового мышления, есть люди как бы маркетингово ориентированные, еще какие есть виды? Честно, я не знаю, потому что когда мы открывали бизнес, в клинике, допустим, я никогда не лечил зубы. Я не знаю примерно, как этот процесс... Ну, я знаю примерно, как Ну, уже вообще... сейчас. Уже сейчас погружаясь в шахты бизнеса, я знаю, как это строится, как это все делается, Да. насколько сложно. Но когда я открывал стоматологическую клинику, я просто привлек человека, который был профессионалом в этом деле, и все.
Потому что у меня есть компетенции в построении организационной структуры. Я не знаю, у меня были деньги на открытие. И я знаю, как продавать и привлекать трафик. О, И супер, все. И супер. оказывать услуги в соответствии с ожиданием клиента. Класс, Примерно класс. так. То есть, получается, нужно понять свои компетенции и потом после этого стартовать. Да, да, да. И тех компетенций, которые не хватает, их дополнить либо партнером, либо командой, да? Да, желательно команда, если выбора нет, то партнер. Вот так. Да, То да, есть это да. получается у нас третий шаг уже. Люди. Да, люди, Вот, то команда. есть второй шаг резюмирую, да, то есть нужно проанализировать, какие есть компетенции и понять, куда как бы ты сможешь давить, да, вообще в целом. Да, ну, конечно, да. Ну, ты же открываешь бизнес с каким-то бэкграундом же. Ну да, 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 да. И ты должен понять вообще в этом бэкграунде у тебя что, кем, за что тебе Бог давал деньги. Да, 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 И да, как да. ты можешь то, что тебе Бог давал, применять в этом новом направлении. А вот можно вопрос, то есть не обязательно быть там экспертом в бизнесе, чтобы его открывать? Вообще нет, Не обязательно. конечно. Окей, вот это Ну, типа это мой пример, наверное. надо любить, там, быть там суперэкспертом, быть там фанатиком этого дела, и вот только тогда ты там что-то гениально сделаешь. Не всегда так. Как говорил Александр Фридман, регулярный менеджмент, за знание основных принципов избавляет тебя от необходимости знания деталей. Так, ну-ка еще раз. Как бы каждое слово расшифруй, как ты понял. Расшифрую. Ладно, давайте. Э, Для меня бизнес — это как готовка еды. Это, не знаю, сперва залил масло, потом пожарил это, потом налил больше воды — это уже борщ, меньше воды — это суп примерно. Так же. И везде, когда ты бизнес строишь, это организационная структура, это продукт, ты должен либо продать, либо оказать услугу и так далее. И Да, везде есть какие-то базовые принципы управления людьми. алгоритмы. Алгоритмы, да? Да, да, Управление людьми, и все. Если ты правильно управляешь, правильно планируешь, делегируешь, координируешь и контролируешь, и все. да, окей, хорошо, класс. И это не так уж и сложно управлять бизнесом. Второй пункт завершили. Теперь третий пункт. Мгм. Люди, да? Люди, да. Почему ты сказал, если бы не нашел бы команду, не получилось бы, партнера бы нашел? Это как понять? В основном партнерство — это как женитьба, я бы сказал бы. И когда ты начинаешь партнерство с кем-либо, ты приходишь с каким-либо ожиданием к нему, он тебе с каким-то ожиданием. Я бы сейчас старался бы не привлекать партнеров, а делать самому. Потому что раньше я занимался партнерством, потому что мне было страшно идти одному. И у меня был партнер всегда, мы с ним вместе шли и так далее. Мгм. Сейчас бы, наверное, лучше, наверное, с рынка привлечь сильных специалистов, смотивировать их, выставить правильный KPI, правильную мотивацию их работы, Да, правильное вознаграждение да. и стараться с ними работать, а смотреть из них, кто уже подходит к партнерству. Потому что не всем людям нужны доли в бизнесе. Не все люди хотят этой ответственности там. Да. И выходит так, что ты раздал, не знаю, партнерство, а отвечаешь все за это все сам. Там доля в принятии ответственности, доля в принятии рисков, доли, не знаю, в вознаграждении и так далее. Но когда ты раздаешь уже доли опционы, точнее опционы, это же просто ты раздаешь какую-то часть от прибыли же, но это уже не партнерство, потому что доля в принятии рисков, она все на тебе. Доля в принятии ответственности, она тоже на тебе. И это нельзя сказать такое прям чистое партнерство. А вот насчет партнерства, в каком случае туда надо идти? Вот как ты считаешь, идеальное партнерство, оно какое, по-твоему? Идеальное партнерство происходит тогда, когда вы взаимодополняете друг друга. Мгм. Допустим, Разные. да, и допустим, я человек, который обладает компетенциями, не знаю, продажи маркетинга, ну, в кавычках. Есть человек, который обладает компетенциями в каком-либо продукте, он ас в этом. Есть другой человек, который обладает компетенциями в управлении. И все вы приходите так, что вы взаимозависимы. И Мгм. при этом вы должны быть взаимонезависимы. Потому что если вы, не дай бог, разосретесь, то тот знает, что он пойдет на рынок и получит свою достойную зарплату, тот знает, что он пойдет на рынок и станет, не знаю, незаменимым врачом, и ты знаешь, что без них я все равно это все построю. Согласен. Насчет команды. Давай вот здесь вот. Команда — это главное, не главное. Как ищешь, на что смотришь? Но я бизнес открывал так, что я искал, как сказать, низко висящий фрукт, и все люди вокруг меня, я их пытался тянуть в бизнес. Мгм. Раздавал доли налево и направо, раздавал партнерство налево и направо. И так сложилось так, что сейчас у меня сложился сильный стак топ-менеджмента, которых я могу назвать такими хорошими моими партнерами. Мгм. Мгм.
Как искали? Раньше никак не умели искать. Просто видишь чувака. Чувак, короче, у меня там бизнес получился. Приходи ко мне работать. Я не знаю, кем, да? Финансовым директором. Типа. Ну, это 2016 год, Да, 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 наверное. да, да, да. Там, Просто хороший друг, да, погнали, да? да, хороший друг. Не обладаешь какими-либо компетенциями, ты уже называешься SEO, я не знаю, какого-нибудь айтишника, не знаю, IT-диром и так далее. А рекрутера называешь HR-директором. Примерно так там. Все в Казахстане практически 90% рекрутеры думают, что это HRD примерно. Но мы сейчас в iPlus в поисках сильного HRD до сих пор не можем найти. В команде, наверное, в первую очередь там два случая. Первое — это важные ценности человека. И на основе этих ценностей ты выбираешь инвестировать в этого человека время, деньги и любовь. И ты думаешь, сможет ли из него вырасти какой-то профессионал на долгий срок. Либо ты с рынка берешь уже профессионала, а там уже тоже смотришь на его ценности, на его поведение, насколько он вообще командный игрок, насколько он конфликтный, не конфликтный, токсичный, не токсичный. Там нюансов очень много. Ну, давай вот каждый момент обсудим, вот здесь вот то, что ты сказал. По ценностям. Как ты проверяешь ценности человека? Ну, раньше я с ребятами играл просто в доту. Counter-Strike. Я не знаю, честно, я дотер или PUBG. И я с ребятами, тем, кто со мной, они хотел выстроить какие-то взаимоотношения, я либо играл в какую-то, не знаю, интеллектуальную игру в виде катаны и так далее, либо в доту. А там уже человек проявляет свою истинную сущность. Там нету каких-то масок, фильтров и так далее. И он начинает... Кто-то начинает на себя одеяло тянуть, кто-то начинает постоянно ныть о том, что вы не командный, я из-за вас проигрываю и так далее. А во время стрессовых ситуаций, там, я не знаю, ты проигрываешь катку. А если вообще ребята не могли играть, как проверять? Ну, это обычно какие-то игры просто. Да. Квесты, вопросы и так далее. И А. так и проверяется. И до сих пор еще так делать? Так как сейчас у меня стак набран, я так не делаю. Ну, надо, наверное, у исполнительного директора уточнить, как сейчас он набирает этих людей. Ну, то есть, ну, основных ребят вы как бы проверяете вот так, да, сами? Ну, они проверились временем, и многие уже работают со мной 8 лет, 5 лет, там, 4 года, там, последние, там, 3 года. Езжу в путешествия, в горы хожу, там, какие-то неформальные ситуации, наверное. Потому что, не знаю, любой человек на собеседовании может сказать, там, я не знаю, я воодушевленный, я Да, стрессоустойчивый, да, да. я не знаю, я коммуникабельный. Вот пойди с ним, не знаю, на одно путешествие, уже понятно, насколько он стрессоустойчивый, насколько он коммуникабельный, или насколько он, не знаю, открытый или закрытый к новым знакомствам. Ну да, да, Да. да, да, да. И я бы, наверное, рекомендовал бы просто написать в чат GPT то же самое. Как проверять человека на его ценности. Пока я не научился классно делать, я делаю на интуиции, на чутье. Ну, у меня вот есть, допустим, я мотивацию проверяю. Там есть прям технология, это 4 уровня мотивации. Первый уровень — это деньги. То есть, когда человек приходит и говорит, я хочу, ну, типа, у вас хорошая зарплата. Такие не приходят ко мне, я не рассматриваю такой вариант, потому что и кто-то может там переманить дороже, и они уйдут, да, то есть, типа, уровень мотивации только деньги. И когда люди еще только деньгами интересуются, это входящий поток, то есть, как правило, они, скорее всего, хронически очень низко находятся по шкале эмоций, и они такие, типа, дай, дай, дай. Есть же вот эти люди бездонные, вот которых ты даешь им, а им всегда мало. И вот с ними, ну, как бы я вообще не взаимодействую. Но они мне вообще в реальности не попадаются, да, слава богу. Ну, как бы окей. Но есть, допустим, сферы, где это нормально, типа отдел продаж. Там ребята все за деньгами приходят, то есть тут специфика. Второй уровень — это вот эта личная выгода. Когда человек говорит, а я вот у вас хочу научиться чему-то, допустим. А раньше я думал, блин, это круто, это так классно, я такой умный, у меня хотят научиться. А это обратно входящий поток, человек хочет только получать. Такие люди очень мало становятся вкладом. Они вот забирают, вот. И один раз я помню, у меня было собеседование с одной ассистентшей, и она мне говорит, вы знаете, я до этого работал с одним экспертом, он такой классный был, в продажах разбирается, я вот все поняла, забрала и ушла. Теперь пришла к вам, хочу понять, как вести блог. И я Ничего такой, себе, она честная. да, и я такой, круто, Да, удачи. да. Она говорит, чё? Я говорю, ну, мы не будем взаимодействовать. Зачем мне такой человек, который выжимать будет из меня и потом уйдет? Зачем мне надо? Ой, не, я не это имел в виду. Я говорю, ты все имел в виду как надо, типа, вот. Третий уровень мотивации, вот откуда я беру, и в основном все ребята со мной тут такие работают, это личная убежденность. У них есть объяснение, зачем они здесь. Они, как правило, говорят,
мне нравятся ценности вашей компании, или я давно слежу, мне нравится вот это, я вижу вот это, я знаю, что я могу быть вот здесь вот полезен, я вижу у вас сайт, и я знаю, что, блин, его можно сделать намного круче, и я знаю, как, дайте возможность, да, допустим. Ну, условно, в этой категории все для меня, вот я только с этими ребятами взаимодействую. Ну и четвертое, долг, но долг — это уровень мотивации, когда человек занимается чем-то, просто потому, что он обязан этим заниматься. Он сам так себе считает. Ну, там, не знаю, какой-нибудь основатель благотворительного фонда, да, он делает это, потому что вот так вот надо. Но я сам не на этом уровне мотивации в отношении своего бизнеса, поэтому у меня и сотрудников таких нет. Это просто у меня вот такие есть 4 критерия, и я просто задаю вопрос, типа, а почему откликнулись на вакансию? И все, и человек вот отвечает вот так. В принципе, понятно. Честно скажу, я давно уже не занимался наймом. Вот реально года 4. Ну, с той девочкой, которая так сказала, я бы, наверное, дальше пообщался бы, и интересно, потому что откликается честно человека, и, наверное, можно с этим человеком поработать, договорившись на какой-то срок. Типа, давай, хорошо, без проблем, если это мне позиция необходима. Ты даешь вот это, я даю тебе вот это, мы договоримся с тобой на 1,5, не знаю, 2 года. И все, заключили договор и работаем. Супер, супер. А такой через 4 уровня мотивации в компании, да, мы рассказываем, мы разъясняем, рассказываем наши ценности, откликается или нет, но что основное, которое мы проверяем, это обязательно, это обратная связь от его бывших работодателей. Это Да. очень важно. Да. Да. Если человек начинает хаять свою компанию предыдущую, мы его стараемся не брать. Ну да, неэтичный. Да, это неэтично вообще. Там, ой, они такие, они сякие и так далее. Да, конечно, мы его понимаем, мы вам обязательно перезвоним, мы вас любим и нормально с ними расстаемся. Да. Самое главное, от чего мы сразу избавляемся, это от токсичных людей. Ну, я тут немножко объясню, наверное, да, чтобы понимание было. То есть, когда человек критикует своего прошлого работодателя, скорее всего, он сам сделал что-то не очень хорошее в отношении прошлого работодателя, и поэтому его критикуют. Потому что человек, когда нарушает договоренности, он начинает сразу критиковать человека, против кого он нарушил этику. То есть это такой интересный момент. Поэтому понаблюдайте за людьми, кто вас критикует. Они, скорее всего, что-то нарушили в отношении вас. И вспомните, кого вы критиковали. Вы точно нарушили какую-то договоренность с этим человеком. Вот, окей. Да. Всегда можно, не знаю, не понижая степи, повышать горы, Дима Каладеш. Да, это всегда так можно. Всегда Окей. можно найти аргументы, почему ты ушел, и Да. правильно это донести. Вот ты сейчас каждый раз пытаешься объяснить. Я, наверное, как-то быстро, да, начинаю рассказывать. Нет, это моя работа. Специфика подкаста в том, что я всегда стараюсь объяснить простым языком, чтобы аудитория иногда не потеряла связи или наоборот что-то поняла. У меня просто вот эта боль. Я хочу всегда, чтобы люди понимали до конца информацию. Вот это для меня важно. Я могу, наверное, одной вещью поделиться. Когда ты у меня спросил же, как бы ты сейчас открывал бы новый бизнес. Я бы сейчас открывал бы новый бизнес так, как я сказал. Потому что у меня деньги и опыт есть. Да. Если бы у меня не было бы опыта и денег, Так вот это и нужно, чтобы ты сейчас говорил с опыта своего. Потому что это же уже основано же на болях, проблемах. конечно. Просто если бы у меня не было бы опыта, то я бы, наверное, устроился в ту компанию, которую я бы хотел бы открыть примерно. В первую очередь. И нарабатывал бы компетенции там и действовал бы как предприниматель. Потому что очень много моих знакомых уходили с хорошими деньгами, с такой позиции, что сейчас они откроют СТО. И они открывали, не знаю, СТО или магазин по продаже автозапчастей или какой-нибудь, не знаю, ВБ-бутик и банкротились. Просто потому, что у них не было знаний, компетенций в этой сфере. Когда они уходили или там, я не знаю, когда они со мной советовались, я говорил, чувак, эти деньги оставь просто себе, не знаю, миллионов 10 или 15 или 5 миллионов. Просто они пусть стоят у тебя. Иди устройся в ту компанию, которую примерно аналог, который ты хочешь открыть. И нарабатывай там опыт и компетенции. Круто. Старайся двигаться по карьерной лестнице очень быстро и очень качественно и берись за любую работу, которую тебе говорят. Прикольно. Неважно, какая работа, потому что ты за счет другой компании получаешь опыт. Да, ты не получаешь профит основной, но ты все компетенции, весь опыт ты там наберешь, ты можешь с легкостью открыть Ну, потом ты видишь все аналог. процессы. Да, ты должен видеть все процессы там. Это, знаешь, я недавно общался с одним тоже предпринимателем, у него заведение свои, фастфуд, короче, знаменитый бренд, не буду говорить имени, он
трудоустроился вот сейчас, недавно, в Макдональдс, и его спалили, что он там владелец бизнеса, короче, выгнали, но он работал там этим, типа, фри делал, там что-то такое, Да, короче. это же самое прекрасное. Ты Да, чужой опыт просто берешь да, 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 да. за свою заработную плату. Да, 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 и он интуитивно это уже делал. Классно, Да, я бы классно. так сделал бы. Супер, супер, Потому окей. что с деньгами, когда открываешь, с большими деньгами, это просто дороже тебе обойдется, и все. Давай вернемся к команде, да, еще. Вот что ты там можешь такого сказать, как сделать? Вот ты говоришь, есть люди, с которыми я 8-9 лет, да? Да-да-да. А что ключевого? Как надо так строить отношения с сотрудниками, чтобы они с тобой работали 9 лет? Эти все ребята, многие ко мне приходили на рядовые позиции, и они очень сильно росли по карьерной лестнице, и они откликались мне по ценностям. И Мгм. я откликался им по ценностям, потому что невозможно долго работать, если мы друг друга бесим. Те люди, которых я бесил, они уже давно ушли с компании. Мгм. Я могу это точно сказать. Э, Быть благодарным, уметь делиться, наверное. Ну, эти ребята, у многих есть опционы. Эти люди, которые долго работают, они получают хорошие зарплаты в компаниях. Я не знаю. Тот же самый Есет, который со мной работает, это, я не знаю, один из бриллиантов компании со мной, не знаю, с 2018 года. Это гениальный человек, который, я считаю, который прошел все процессы компании, сейчас является коммерческим директором. У нас с ним очень много конфликтов Хм. на работе, прям до ссор доходит. Но при этом знаем, что у нас открытая коммуникация. И он знает, что я его никогда не кину, я знаю, что он меня никогда не кинет. И как сказать, так получается, что с такими людьми можно строить такие долгие отношения. Я не могу это на интуиции. Это есть второй там IT-директор, с которым я работаю, Умит его зовут. Гениальнейший IT-директор, столько CRM-системок делает и так далее. Но я его не за его опыт уважаю, а из-за того, что это как родственная душа, которую я всю жизнь знал. И сейчас он возглавляет наш IT-отдел, возглавляет мобилку, там огромным бюджетом там оперирует. Это, могу сказать, это на предпринимательской интуиции. Могут меня все захейтить, но нельзя эту интуицию как-то убирать. Да вряд ли захотят за это. Да. Ну, давай так, смотри, первое, ну, типа, какие закономерности есть? Ты вот первое, что сказал, у них есть какие-то уже опционы, доли какие-то, Да, да, со временем, окей. Есть благодарность, то есть ты им даешь подтверждение, да, да, как я понял, что они молодцы там и так да, далее. обратная связь такая. Там. Что еще есть такого? Какая закономерность есть вот с вот этими всеми ребятами? Что-то еще ты делаешь регулярно? Может, с ними ты регулярно общаешься один на один, и поэтому у вас общение всегда есть? Я не знаю, то есть какие закономерности Ну, есть? со всеми этими людьми у меня выстроен регулярный менеджмент, там, не знаю, раз в неделю собрание, обратная связь. Эти базовые вещи управления компанией, все они выстроены. Ну вот базовые вещи, вот расскажи, какие, да. Ну, ладно, там, я не знаю, с коммерческим директором у меня раз в неделю собрание проходит. С ним один на один. Один на один, да. Супер. С финдиром у меня раз в неделю. С исполнительным директором раз в неделю. Там, с IT-директором раз в неделю у меня собрание. Раз в месяц у нас проходят стратегические сессии. 2 дня подряд мы обсуждаем будущий месяц и как мы идем в стратегические цели года. Не знаю, раз в год у нас ставится, там, не знаю, big picture на 3 года и цель на 1 год. По выручке, по каким-то другим показателям, там, сколько детей должны поступить, сколько детей должны, там, не знаю, какой процент возврата он должен быть, насколько мы должны его снизить, я не знаю. Какие большие проекты мы на этот год берем, допустим, там, не знаю, open space, выпуск книг и так далее. Ну, вот такие вещи, они построены. Помимо этого у нас раз в 3 месяца идет там гулянка, я не знаю, как это можно назвать, с топ-менеджментом и с middle-менеджментом. Да, Ага. тимбилдинг тебе хочешь? Да. 3 дня мы уходим, просто отдыхаем. Супер, Да, супер, как есть. Классно, да. классно, офигенно. Супер, так, понятно. Давай дальше, про команду. Что-то еще тут есть? Вот, допустим, может быть, у тебя там принцип какой-то есть, что ты там платишь больше рынка, или там ты находишь самых топовых, и у тебя немного людей, но зато они супер гениальные. Ты часто слово говоришь гениальные. То есть вот какой вот тут есть принцип? Я бы, наверное, не усложнял бы, я пошел бы с этой же командой в новый бизнес. Мгм. Если типа быть Да, да, честным, да, да, да. да. Ну вот, Я бы тут же взял бы твой своего опыт. исполнительного директора, коммерческого директора, прикрепил бы остальным и набрал бы этих людей с рынка просто, и все. Мгм. То есть И у тебя есть какая-то базовая команда, да, которая да, все делает с тобой вместе. да, это моя базовая команда, с которыми я готов идти на любой бизнес. То есть, но тогда получается для всех других наших зрителей, у которых, может быть, пока команда это формируется, то есть какой инсайт, да, что важно сформировать какой-то костяк, Да, с так и есть. которым ты можешь потом делать все.
У меня многие вещи получались более-менее как случайно. Генеральный директор стоматологической клиники, это был мой знакомый, который учился в КБТУ, да. Он всю жизнь, он занимался цветами и так далее, он всю жизнь хотел заняться бизнесом. Мы с ним общались, он мне нравился, как он думает и так далее. Он был менеджером, не знаю, в какой-то компании, продавал B2B, хорошие деньги зарабатывал. Да. Я о нем думал каждый раз. И так получилось, что у Маргулана Калиевича, когда мы отдыхали в Алхаше, Маргулан Калиевич сказал: если не хочешь этим заниматься, делегируй просто. Я такой: так, а на кого делегировать? Так, Диаста. Я ему звоню, говорю: Диас, слушай, ну ты в жизни не откроешь бизнес теперь. Давай ты ко мне приходи, я тебе дам, долю, опцион, и мы будем вместе работать. Вот такой-то. Ты меньше денег, чем ты будешь зарабатывать, не будешь зарабатывать, я тебе обеспечу этот доход всегда. Гарантированно. Гарантированно, да. Я больше практик на примере, просто концептуально очень трудно говорить. И он ко мне пришел, и 3-й год мы с ним прекрасно работаем. Руководитель отдела продаж тоже самое. Уходил с компании, я его пригласил, сказал Абзац, ты зачем ты куда-то уходишь? Давай я тебе дам руководителя. Будешь руководителем клиники, если ты от iPlus устал. Ты же классный чувак. Мне нравится с тобой работать. Вот, у тебя такие-то условия. Хуже, чем в iPlus зарабатывать не будешь. Будешь даже больше. Давай ко мне приходи. И вот так у нас костяк и собирался. Прикольно. Просто слишком очень много людей с нами работает. Я, наверное, больше развивал бы свой нетворкинг и общение с людьми. И больше, наверное, начал бы прокачивать свои скиллы по анализу людей. Как они мыслят, как они думают, как они реагируют, как они счет оплачивают. Вот, как, не знаю, очень много критериев просто, чтобы узнать, какой человек. Классно. И после этого начал бы каждого из них рассматривать на какую-то позицию. Если там что-то стрельнет, то вот. Даже офики, которые работают в ресторанах, многих из них я подметил кого-то в Хани-Хани вот один официант классно работает. Я такой еле Хани-Хани, работает классный официант, он такой-то уникальный и так далее, он подойдет в отдел продаж. Если хочешь, можешь забрать его. Или, не знаю, в каком-то торговом центре Доступ Плаза чувак работает там, можешь его забрать. Ну, так у меня происходило. А линейный персонал, набирают рекрутеры полностью. У тебя мозг работает так, что ты всегда в поисках крутых людей, да? То есть никогда этот поиск не останавливается. Конечно, да, нельзя Супер, останавливать тоже ключевой поиск. момент. Да. У меня тоже так, я, если честно, это тоже так хожу, когда по улице вижу знакомых, кто-то, кто работает примерно в моей сфере, с контентом связанным, запусками, с разными вещами, я подхожу, говорю: где работаешь, чем занимаешься, всегда обязательно. И если ничем, сейчас ищу, я такой: опа, и начинается общение. Потому что, на самом деле, все держится на людях. В любом случае, то есть можно все это, конечно, инструменты бизнеса, это классно понимать и так далее, но, без классных кадров бесполезно просто заниматься контролем таких ботов, да, скажем так. Да, без классных кадров нету смысла чем-либо заниматься, потому что у тебя не будет конкурентного преимущества. Да, и ты просто будешь, я не знаю, рубиться в этом малом океане. В прошлом выпуске с Виталием Бужаном он подарил для вас 10 гайдов по тревожности. И вот 10 победителей, которые его выиграли. У нас, как всегда, все щедро от души, поэтому приятного просмотра. В этом выпуске вас тоже ждут классные подарки. Смотри, давай пойдем дальше. Вот ты нашел бы этих людей, окей бы пошел. Теперь давай все, перейдем уже в следующий шаг, 4. Что там? Продукт или как? Или вначале ты думаешь, как продать что-то? Или как я, может, зря закинул это. До поиска людей, наверное, надо было бы до команды, я бы, наверное, посчитал бы фин-модель в первую очередь. То есть это открывать бизнес, да. Второй пункт, Да, получается. второй пункт. Сперва посчитать фин-модель. Объем рынка, потом сделал финку и посмотрел, и разбогател на Excel. Посмотрел бизнес-модель, какая там маржинальность, стоит ли идти туда, не стоит. Это после этого, когда ты принял окончательное решение, ты, наверное, начал бы советовать с командой и собирать команду под этот бизнес. Можно вопрос? А вот фин-модель, как ее сделать, если ты не знаешь, как ее делать? С кем это делается? Бухгалтер это, финансист какой-то или как? Нанять финансиста, консультанта. ChatGPT не поможет? ChatGPT с легкостью поможет. Просто мне уже стыдно говорить ChatGPT. Не, почему? Как есть? Давай упрощать жизнь. Простой пример. До февраля этого месяца
клиника просто существовала, я не уделял такого особого мнения, особого Внимание. внимания ей. После мастер-майнда Дашкиева я пересобрал фин-модель, сделал ее намного рентабельнее там, и она стала очень интересной, и после этого, Начал обращать на это внимание. да, мы разбогатели на Excel в первую очередь. После этого мы поняли, как это нам нужно сделать, какие шаги надо делать. Мы это все сделали. Теперь такую фин-модель и такую ячейку масштабирования можно плодить везде. Принято, Да, принято. из-за этого, наверное, сперва надо посчитать. Красиво звучит там фин-модель, бизнес-модель и так далее, но это надо сделать. На каком уровне ты даже умеешь. Я никогда так не подходил по-умному к бизнесу, если честно. Вы просто всегда начинали, и все. По iPlus тоже мы там, не знаю, пересобрали бизнес-модель ее. Да, потому что когда ты пересобираешь бизнес-модель бизнеса, а не пытаешься спасать или чинить нерабочую, а у тебя там, как сказать, разные действия. Все принято. 4-й пункт. После команды. Что бы делал? Да, уже первые итерации, наверное, запускал бы этот бизнес уже. Продукт. Да, MVP какой-нибудь. Маленький продукт, который соответствует требованиям твоей целевой аудитории. Минимально, да? Да, минимальный продукт, ничего там, ничего такого большого. То есть там не надо дрючить до талого продукт, просто запустил и все. Дрючить надо до талого продукт только в том случае, когда это требует твой потребитель. Да, когда уже пошел процесс, да? Да, когда пошел процесс. iPlus открывался, я не знаю, с 2 кабинетов и 2 досок просто. Клиника Мирай открывалась с 3 кресел просто. То Это есть- все начинается, да, с маленького MVP. То есть, условно, то, что в начале продукт кринж, это нормально. Да, конечно. От хорошего к великому, да. Ну, раз у тебя покупают, значит, это нормальный продукт. Это только для тебя кринж, это твои ожидания такие. Здесь раньше во всех 2 этажах сидели разные компании. И я снял 2 кабинета, мы с супругой точнее. Офигеть. Мы сняли вот этот кабинет, и в конце есть еще один кабинет, 61-й, с видом на море мы называли это. Да. Потому что он... Да? Это наш первый кабинет. Прикольно. Вот, ребята, тебе учатся. Классно. И 461, я как помню, он был с видом на море, потому что был виден глобус, красивый офис и так далее. И мы вот с этих 3 кабинетов начали свой бизнес. Классно, классно. Потом добрали полэтажа, потом еще полэтажа, потом этот 3-й этаж добрали, потом Супер. бэк-офис добрали, потом клинику открыли здесь же. Топово, топово. Вся операционка у меня в одном месте. Ты больше кайфуешь от операционки или от чего? Или от IT, или маркетинга, или команды? Я больше кайфую, наверное, от того, что, не знаю, в iPlus больше детей записывается, получают результат. Наверное, вот от этого. Продукт? Продукт, да. Больше продукта интересно. Ну, ты же делаешь, как сказать, я больше кайфую от того, насколько разгоняется сарафан. Вот, наверное, я могу точно вот это сказать. Потому что чем сильнее сарафан разгоняется, значит, тем лучше твой продукт решает Да, проблему потребителя. Да, 100%. Вот, от этого я сильнее кайфую. Да. От операционки это как РПГшка просто. С каждым разом операционка усложняется по мере необходимости бизнеса. И все. Да, да. Нету такого, что мы сразу все эти отделы создали просто потому, что надо было. Мы Прикольно. создавали просто потому, что В процессе. в процессе усложнялся. Бились, Да? падали, да, втыкались. Была маленькая съемочная, не хватало, стало большой съемочной. Прикольно. Просто, ребят, смотрите, вот для тех, кто запускает свой бизнес, да, реально, представьте, вот 2 всего кабинета, а сейчас мы в 2 больших бизнесах, да, и это возникло не вот так, типа, не с одного умного рилс человек послушал и такой, хоп, Да-да-да-да-да-да. разбогател, а с 10 лет работы, всего лишь что 10 лет понадобилось. Имейте в виду. есть Могло бы чё. выйти лучше, но есть и бизнесы получше, которые классно делают. Не, ну конечно, и есть их похуже и получше. Всё. Проблема в том, что я нигде не работал. И из-за этого мы по мере накопления собственных болей это все открываем. А. Если бы были бы источники, где можно было бы брать знания, как, не знаю, твои курсы или там что-то Да. другое, то можно было это ускорить. Да. Давай теперь уйдем вот в продукт. Что для тебя главное в продукте? Вот ты бы на что бы смотрел? То есть вот если новый бизнес брать, какие метрики, показатели в продукте для тебя самые главные? Если продукт запущен и так далее, я бы, наверное, брал бы обратную связь от потребителей и всегда замерял бы NPS. Уровень удовлетворенности, да? Да, По да, 10-бальной шкале, насколько бы рекомендовали? Да, насколько рекомендовали бы. Сперва я смотрел бы, сколько людей сдают вообще NPS.
Да, какой процент людей проходит НПС? Вот так. То есть, допустим, из 100 10 ответили, то Да, да, значит что-то не так. конечно, да. О, ничего Ну, себе. значит, уровень вовлеченности клиента к твоему продукту низкий. И Ничего ты себе. должен, наверное, либо уровень отклика на обратную связь у тебя низкая. Из-за этого они знают, что ты не откликаешься на их обратную связь, и они будут просто тупо проходить. Прикольно. Это как мы когда в компании начали замерять ENPS, вот эту удовлетворенность сотрудников, Да-да-да. мне сразу сказали ребята там, если ты будешь это внедрять, только попробуй это не делать. То есть, Да-да-да, они забьют просто все. да, если идешь в это, ну, будь добрый исполнять. Да, ты должен настроить конвейер обратной связи такой, что те люди, которые задают плохой НПС, они должны попадать в какую-то среду, и она должна обрабатываться. И даваться обратная связь тому человеку, который отметил однерку, двойку, тройку до шестерки. Те люди, которые отмечают от 7 до 10, ты должен тоже с ними работать. Да, понимать, что Благодарить их, работает. да, делать их амбассадорами твоего бизнеса, просить их, чтобы они написали в ТУГИС и так далее. Да, окей. И с каждым разом повышать, не знаю, процент проходимости в НПС. Давай вот вернемся к продукту. Вот ты говоришь, самое главное это вот удовлетворенность клиентов, да? Это самое Да-да-да. главное. Да, ты должен делать их счастливыми и решать их проблемы. Если ты решаешь проблемы людей, они готовы за это тебе платить. Как вот ты сейчас в своих бизнесах, учитывая, что один у тебя образовательный, один у тебя стоматологический, как ты там, ты сам каздевишь людей, клиентов, или ты это поручаешь? Мы сами сидим и каздевим, я сами сижу, не знаю, слушаю звонки и так далее. Как часто, как много? Ну, у нас есть компания отдел контроля качества. Отдел контроля качества слушает звонки и путь клиента каждый день. Каждый божий день. Любой, не знаю, любая жалоба, любой возврат, или они начинают исследовать от получения заявки до последнего урока. Подожди, отдел контроля качества — это направление, которое находится внутри продукта, или это отдельное отделение? Это отдельный отдел, который подчиняется исполнительному директору. О, кайф. Это он сквозная аналитика по всем. То есть он может ушатать продукт. Он может дать трезвую, адекватную обратную связь по твоему продукту. Потому что не всегда жалоба идет по твоему продукту. Может быть, иногда жалобы идут на то, что отдел продаж, как сказать, гипертрофировал ожидания клиента и обещал то, что не может дать. Из-за этого тебе клиент говорит там, вы обещали мне горы, а ничего не дали. Либо там маркетинг дал неправильный оффер. Либо То отдел есть менторства не дал правильную обратную связь. это, короче, такое некое зеркало, да, твое? Да-да-да, да. То есть он тебе просто говорит, как есть, и все. И он напрямую только с тобой работает. Он не со мной работает, он работает с исполнительным директором. Все, Да-да-да. супер, окей. А исполнительный директор напрямую подчиняется мне. Да. Под ним есть, не знаю, HR-отдел, операционный отдел менторства и ОКК. Отдел контроля качества, супер, окей. То есть он контролирует все процессы, по сути, все контролит. Да. И продажи, и качество продукта, и сервис, все. Да, если у вас огромная компания, вы можете, не знаю, дробить это. Не знаю, отдельный ОКК по сервису, отдельный ОКК по продукту, отдельный ОКК по техподдержке, отдельный ОКК, я не знаю, по отладке вашего IT. А какие у них, вот у отдела контроля качества, какие у них показатели? Там KPI, насколько они выявляются и насколько это решается. Это там, не знаю, формула, по которой они высчитывают, сколько они проблем нашли и сколько эти проблемы они передали и как это решается. То есть они должны наибольшее количество проблем найти. Наибольшее количество проблем найти, донести и при этом Решить. проконтролировать так, чтобы middle management это решил. Это не важно пока, типа, нашел, не черт с ним, но ты должен довести его до конца. То есть он замотивирован постоянно искать проблемы в бизнесе. Да. Гениальная штука. Потому что мы хотели такую вещь внедрить, и она у нас такая пока еще не сильно развита, но я слышал, это из оргструктуры же это, да, история? У нас это появилось, у нас тогда таких знаний не было, это от необходимости. Просто, да, мы росли Из так, возвратов, что скорее всего, пошло, да? из-за возвратов пошло, из-за того, что мы не знали, правильно ли проводится обучение или нет, правильно ли ментора дает обратную связь или нет, правильно ли учитель заполняет данные или нет. Из-за этого нужен был какой-то отдел, который сквозной проверяет все данные. Все, в продукте что-то есть еще? Может быть, какой-то есть личный опыт, практики какие-то? Что вы там делаете в продукте? В продукт надо постоянно инвестировать деньги. Это очень важно. В продукт, в людей надо постоянно инвестировать деньги. Простой пример, не знаю.
Мы на разработку материалов потратили около, не знаю, 150 миллионов тенге за все время. Вау. 150 или 200, я точно не знаю. Надо Так, считать. так. Это, не знаю, 20 тысяч тестов, 40 тысяч срезов, 2000 просто видеоуроков, которые было снято и так далее. Это все делается для того, чтобы конечный потребитель, то есть ребенок, получал, не знаю, Супер результат. последние результаты, последние материалы, последние разработки и так далее. Помимо этого, я не знаю, если у тебя оффлайн точки, ты должен в их удобство, в их красоту тоже инвестировать деньги. Классно. Например, на Абая вызова, на Open Space мы потратили 60 миллионов тенге. Просто на ремонт, на 300 квадратов, чтобы сделать так, чтобы амфитеатр, дети сидели, кофейня была и так далее, мы потратили эти деньги. Супер, супер. И при этом ты оплачиваешь эту аренду, Мгм. эти деньги, этот open space тебе не генерит кэш. Это просто, Исходящий поток. да, такой. это просто исходящий поток, на который ты должен инвестировать деньги. После, не знаю, ты должен инвестировать в IT, если по продукту. Ну Сейчас да. iPlus стал IT-компанией, так как, не знаю, около 100 миллионов тенге мы потратили просто на IT. Первый блинкомом 30 миллионов тенге потратили, все сожгли. Мы просто выкинули это мобильное приложение нафиг, потому что сделали ужасное ТЗ, по которым плохой результат был. Реакция на ошибки какая у тебя, честно? То есть вот, допустим, тебе 30 миллионов, ругался, матерился Да нет. или принимаешь? Ну, это столько стоит твоя неадекватность просто. Мгм. На тот момент мы сказали там, чувак, сделай мне, пожалуйста, мобильное приложение, которое нас уберет все наши костыли, все наши системы, и будем работать в одной среде. А в чем неадекватность была? Неадекватность то, что мы ему не дали ТЗ и не контролировали весь процесс. И он сделал так, как он видит. И при этом он отдал на аутсорс украинцам, русским и так далее. 30 миллионов тенге стоила безответственность, да? Да. 30 миллионов тенге стоила моя безответственность. Да. Да, Ну, я просто поручил IT-диру и сказал там, я в тебя верю, come on, go, короче. Теперь, когда мы начали 1,5 года назад варить свое новое приложение, извините за сленги, заказчиком выступал уже сам продукт. Он сказал, мне нужно мобильное приложение, которое избавит нас Вот это. от этого, дает нашему потребителю это. И сказали, как мы будем делать? Будем отдавать на аутсорс или нет? У нас была целая стратегическая сессия по мобильным приложениям. И мы решили, нет, мы не будем отдавать в аутсорс, мы будем варить in-house. И из-за этого у нас появилось, не знаю, 3 бэкэнд разработчика, 3 фронтенд разработчика, 2 фуллстек разработчика. 11 человек в IT-отделе просто занимаются разработкой мобильного приложения. Помимо 6 человек, которые поддерживают текущую IT-систему, 11 человек занимается новым мобильным приложением. Мгм. И мы его закончили, выпустили, но мы его не пустили на рынок. Потому что мы сказали, давайте, ребята, полгода будем этот скелет наращивать мышцами. Мгм. Что это означает? Что мы запустим на 150-200 детей и будем тестировать его в течение полугода до начала нового сезона. Офигеть. И после этого в июле оно запустится на массу, будет отладка еще 1 месяц в одном городе. И после этого на все 3 города онлайн это запустится. Прикольно. И так делается качественный продукт. Мгм. Потому что ты изначально закладываешь там, мой сервер должен выдерживать, не знаю, 100 тысяч посещений. Текущий наш поддерживает 10 тысяч посещений, мы его будем наращивать до 100 тысяч. Примерно так. Нам столько-то материалов нужно, столько-то туториалов нужно. Окей. Не знаю. Очень много нюансов выходит даже сейчас, которые будут вариться до августа. Классный подход. Вот, кстати, у меня в процессе возник вопрос, вот ты говоришь про 11 человек в IT-отделе там и так далее. Я вот касательно команды, я вот просто на этих выходных вот 2 мнения у разных услышал. Есть там Netflix, да, которые условно берут вместо 10 человек в отдел, берут 2 гениальных и платят им зарплаты тех 10. У них такой принцип, да? Есть, допустим, другой, я видел владелец Amo CRM, у него Reels вышел, он говорит, надо из людей выжимать максимум. Типа платишь минимум и выжимаешь максимум. Сори за такой меркантильный, говорит, подход. Как есть, по сути, это и есть бизнес. Ты платишь минимум, зарабатываешь максимум и все. И я такой, ого, и у меня такое внутри противоречие, мне откликается позиция Netflix, но при этом я понимаю вот этого типа, он как ей сказал, ну вот, и что, типа, как? На разных как у рынках тебя? работают они. Ага. Тот работает на рынке, я не знаю, CRM-систем, где очень много конкурентов, и у него есть какая-то себестоимость и какая-то минимальная, максимальная цена, после которой компании не будут покупать его софт. Ситуации разные. Да, А в у него- Netflix границ-то нету. Ты Да. можешь охватывать миллиард рынков, и тебе пофиг вообще. И да, поэтому- one to many у него. И... Да. Ну, они примерно одну и ту же ситуацию говорят. Надо стараться брать бриллиантов с рынка и работать с ними, но помимо этого, по-любому есть ручная работа, которую должен кто-то делать.
И ты берешь уже с рынка линейный персонал. Это честно, так и есть. И то, что там владелец Amos CRM сказал, это, не знаю, тоже такая честность, потому что бизнес зарабатывает на разнице. Да, конечно, конечно. Любой бизнес зарабатывает на разнице. Любая гипермаржа — это то, что ты не доплатил сотруднику. И все. Да. Ну, если так честно быть. А вот скажи, вот ты сам, вот у тебя объективно зарплаты у топ-менеджмента, они выше, чем на рынке у конкурентов, или они нормальные, средние? Надо стараться платить выше рынка, но немного. Потому что ты начинаешь искажать их реальность, платя овер много. Я платил периодами овер много. Вот пример, какая была зарплата, которую ты считаешь овер много? На тот момент, я не знаю, 7-8 тысяч долларов на одну позицию тогда. Это 5 лет назад было, во время ковида и карантина и так далее. Это у него была, то есть Финдиром был, да. 7-8 тысяч долларов, он, получается, человек получал, это как еще, туда же входили KPI, да, какие-то? Ну, то есть это же не фикс зарплата была, или это фикс зарплата? Очень много платилось в надежде, что этот человек будет сам выполнять всю эту работу. И все. Это ты начинаешь очень много платить, когда не умеешь, как сказать, правильно выстраивать свою работу. Когда ты не контролируешь, ты начинаешь такой терроризм, получается, да, такой? Сотрудник тебя, как этот, берет в заложники, да, по сути, в этот момент? Можно и так сказать. Но у меня не было ситуации, когда со мной пытались что-то выторговать. Когда ко мне так ходили выторговать, я говорил, все, уходите без проблем. Окей. Я там в кулуарах то же самое говорил, когда сказал, что последний кейс, когда я менял систему оплаты клиники, ко мне из 17 врачей 14 сказали, если вы это поменяете, Мы уйдем. мы уйдем. Ну, я сказал, ну, уходите тогда. И за 3 недели вся моя команда... Ушла. Нет, вся моя команда. Моя-то команда — это генеральный директор, Да. главврач, Да. Роб и руководитель отдела маркетинга. Они так сработали, что они закрыли весь набор сразу. За 3 недели мы набрали 20 врачей. И лучше сработало. Да, конечно. Супер. Да, и с террористами переговоры не ведут. Вот это обязательное правило. Там надо всегда избавляться от токсичных людей. И надо пытаться не вести переговоры с теми людьми, которые пытаются как-то с тобой манипулировать. Вот я террорист слово от твоего разговора взял. Мы же до этого говорили. Ты пару раз сказал террорист, типа сотрудник-террорист. Кто такой сотрудник-террорист? Что он делает? Человек, который пользуется своим положением, начинает как-то тобой манипулировать. Начинает строить какие-то интриги, козни и так далее. Токсичный человек, в принципе. Мгм. Каким бы классным специалистом он не был бы, нельзя работать с токсичным человеком. 100% Да, он согласен. начинает отравлять своим ядом, и он Да. принесет больше проблем. Что бы я сделал бы сейчас, наверное? Я бы, наверное, сперва убрал бы пару этих людей, которые отравляли компанию. И после этого изменил бы систему мотивации. Тогда, наверное, стак какой-то остался бы. Супер. Вот это сейчас, это типа мои Да. знания. Все, мы команду, в смысле, продукт мы обсудили в целом, да, и вернулись еще чуть в команду. Очень жирно получается вообще в целом. Мне самому сейчас много классных мыслей, инсайтов. Двигаемся дальше. Что после продукта? Система? Да, надо строить организацию структурную компанию. Вот ты говоришь регулярный менеджмент, и еще процитировал этого, да? Фридмана. Еще раз Да. можешь сказать? Знание базовых принципов освобождает от необходимости знания деталей. Ага, это окей. И до этого ты говорил регулярный менеджмент. Да, надо выстраивать регулярный менеджмент Вот. без каких-либо, я не знаю, попыток пожаротушений, я не знаю, чтобы каждый выполнял все и так Да, далее. да. Нам надо, не знаю, правильное планирование выстроить. Расскажи, какой у тебя регулярный менеджмент, что туда входит на примере одного проекта. Там же одинаково, да, везде все? Так, не знаю, давайте клинику возьмем. Да, давай. Везде одинаково. Есть генеральный директор, есть руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга, главврачи, главврач. Под ним уже там у каждого из них, у руководителя отдела продаж свой отдел продаж, у маркетинга свой маркетинг, у врача свои врачи, генеральный директор работает тем, чтобы производить результат. Раз в год мы садимся и говорим, там, чуваки, там, ребята, у нас была выручка такая-то на прошлый год. Теперь мы хотим, что мы хотим? Мы хотим такого-то роста по этой выручке и роста по чистой прибыли такую. Что Да. мы должны сделать? И ты начинаешь анализировать. Да. После этого ты начинаешь это декомпозировать в течение года. Смотря на исторические данные года, ты начинаешь дробить. Допустим, если у тебя там, не знаю, февраль загонял, не знаю, 5 миллионов тенге, но он не загонит тебе 100. Если, не знаю, какая-то аномалия не произойдет. Из-за этого ты декомпозировал всю свою выручку, всю свою прибыль и начинаешь, помимо этого, начинаешь какие-то проекты запускать. Чтобы получить экстра прибыль, что мы будем делать? Там, я не знаю, новую технологию привезем.
Мгм. которым, ну, мы, в Казахстан-то мы его привезли и начали ее делать же. Или там, я не знаю, начнем подороже продавать, я не знаю, подешевле врачей привлекать, я не знаю, или, ну, Да, да, да. и вот это одна стратегическая сессия произошла. Теперь раз в месяц у тебя собрание, не знаю, один день происходит по планированию будущего месяца. Оно произошло. Маркетинг взял себе свои задачи, руководитель отдела продаж себе свои задачи взял, главврач по врачам свои задачи, у него свой объем работы, который он должен выполнить. Там, Да. у Окей. РОПа, не знаю, сколько планов лечения они должны выдать. Не сколько денег загнать, а сколько планов лечения. На основе этого же деньги загоняются. Да, 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 да. Я не знаю. И у генерального директора его основная задача — это сделать так, чтобы компания была прибыльной, и она приносила деньги. И он следит за всем этим. Все. Клиника забирает у меня 4 часа в месяц. Все. То есть смотри, больше ты не трекаешь каждый день, каждую неделю, все? Нет? Все. Ну, по клинике так. Ну, по iPlus у меня чуть-чуть по-другому. Так как я генеральный директор iPlus сам являюсь, там уже у меня раз в неделю собрание с финдиром, раз в неделю собрание с исполнительным, IT-диром, коммерческим директором. Если нужна необходимость, я уже захожу в шахты продукта, начинаю смотреть, слушать звонки, проверять каздевы. У нас есть менеджер по анализу конкурентов, смотреть, как они анализируют конкурентов, что у них, какие изменения идет, по рынку, там, по рекламе, как изменения, по отделу продаж, по продукту, сколько процентов у нас возврата идет, сколько процентов у нас, какую проходимость НПС идет, как можно этот НПС увеличить, там. Это раз в неделю все эти задачи происходят. Но ты раз в месяц, 2 дня мы по iPlus садимся и расписываем все проекты. Первая половина дня — это операционные итоги месяца. Вторая половина дня — что они выполнили по проекту. На второй день — это уже что мы будем делать в будущий месяц, чтобы достичь наших стратегических целей. Ну, раз в неделю, в принципе, понятно. Хорошо, Ну, окей. не так очень много времени занимает. Да, да, Есть да. мои свои проекты, которые я веду. А ты сравниваешь, вот получается, с прошлым месяцем всегда, да, показатели? Когда вот... Year to year, ну, не знаю, month to month. Ну да, 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 да. Ну, когда новый проект, ты с каждым месяцем, да, сравнивал вначале? Этот месяц, в прошлом году. прошлым. Ну, если новый проект, конечно, ты смотришь динамику Ну да, повлечения да, да, да. прибыли, ты же еще не знаешь, какая сезональность Да, у да, твоего да, да, продукта. да. Да. А уже, допустим, в Да. iPlus ты смотришь с прошлым годом, да, сравниваешь каждый С месяц? прошлым, позапрошлым, потому что есть какие-то исторические данные. Супер, супер, супер. Ну, смотришь OP-юшку. OP-юшка Класс. прибыльная, но ДДС у тебя совсем другой. И смотришь, какие-то у тебя были капексы, какие-то инвестиционные расходы и так далее. Отлично. Ты пару раз сказал про стратегическую сессию. Какая-то есть методология стратегической сессии у тебя? Формула какая-то, не знаю, там, как ее проводишь? Может, ты нанимаешь кого-то, кто ее проводит, или сам проводишь? Мы пару раз пытались нанять фасилитатора. Это кто? не важно, назовите стратегическая сессия, хоть собрание, я не знаю, ну, хоть бананом назовите, это ничего не меняет. Вы должны регулярно проводить общие собрания со своим топ-менеджментом. Это Регулярно это раз в месяц. раз в месяц, раз в неделю. Если какой-то кризисный момент, хоть каждый день. Это в зависимости от ситуации на рынке. Вот. И ты проводишь. Ну, поймите, что без направления у корабля, как любят же говорить, нету попутного ветра. Да, да. Из-за этого вы должны поставить какую-то, не знаю, Цель. для начала какую-то денежную цель. Да, да. Денежную цель в оборотке с какой-то, не знаю, рентабельностью. Потому что оборотку можно сделать и с демпингом хорошо. После этого, когда вы поставили какие-то ограничения, уже идет бюджет. Они начинают, не знаю, финотдел начинает выделять под это бюджет. Типа, у меня такая-то выручка ожидаемая, из-за этого я, типа, делаю примерное бюджетирование. Из-за этого, после этого, не знаю, через месяц ты начинаешь уже садиться по бюджету. Идет ли отдел продаж по плану? Идет ли операционка по расходам? Идет ли, я не знаю, IT по тому бюджету, который ему выделили? Может ли маркетинг перетрачивать? Есть ли какие-то дополнительные расходы, какие-то инвестиционные расходы? И это каждый месяц ты трекаешь. Это просто трекинг. Если бы я сделал бы, что бы я сделал бы, я бы нанял бы трекера, наверное, и все. Не фасилитатора. Обычно люди... Фасилитатор это кто? Те люди, которые проводят стратегические сессии. Окей, Они, окей. они начинают рисовать рынок, там, не Да, да, знаю, да. типа Усложняет, да, кэшевые коровы, вот это, вот Да, это, да, вот это, да, вот да. это. А вам по факту любой начинающей компании нужен просто трекер, Да, 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 да. который вам будет говорить: у тебя есть такие-то задачи, у тебя есть такие-то цели, мы идем, что по нему, сколько ты гипотез тестируешь и так далее. По факту, да. Философствовать не надо там. Да-да, нельзя усложнять. Потому что наш с тобой разговор, он чуть-чуть как-то идет, я не знаю, как будто идет с моей стороны какое-то усложнение, но это на самом деле очень все просто. Это все постепенно понимание приходило. То есть Да.
ну, если мы берем для начинающих сейчас, да, то есть это не все сразу применялось. Конечно, это не надо, как сказать, Идеально. примерять одежду 11-классника, если ты в первом классе находишься. Просто начни делать и Не, все. просто тут важно же для ребят, я думаю, кто именно особенно начинает, услышать идеальную картину, как должны быть дела идти. И потом и к этому приходить и вспоминать: о, я же помню, в подкасте же стратегическая сессия была, и я, провожу ее впервые, классно. Ну, то есть это нормально, я думаю, наша аудитория точно понимает. Супер. Наверное, всем начинающим я бы посоветовал бы исполнять свои обязательства. Проблема на рынке — это то, что они любым способом пытаются купить клиента, и когда приходит момент исполнения обязательств, они сами пугаются от этого, в основном кидают или проходит кассовый разрыв. И я, наверное, рекомендовал им кушать после того, как вы исполнили свои обязательства. Супер, супер. Вот это основная проблема. Особенно в образовательной, да, вот сфере именно вот этих всяких Авансовых центров. платежей, да. Да, центров это Конечно, да, потому что столько было кейсов в последнее время, да, там тяжелых. очень много кейсов. У меня, не знаю, за последние полгода 3 компании обратились мне, чтобы я их выкупил. И там была их позиция, они же молодые еще. Ну, у нас потому что кассовый разрыв, мы хотели, чтобы вы нас купили. Я говорю, а мне что с этого? Извините, ребята, типа, это же бизнес. Я никак не могу вас купить. Но за свою 9-летнюю историю я могу точно сказать, это одна из наших ценностей. Мы кушаем после того, как покушали все. У меня не было за 9 лет, когда я просрочил аренду. У меня за 9 лет не было такой ситуации, когда я не выплатил зарплату, не исполнил обязательства и не вернул возврат. Вот. Не было еще. Только один раз я просрочил зарплату на 2 дня. Это и то Новый год. Я выдал 5 числа. А так мы выдаем 30 и 1. Супер, всё. супер, классно. И за это, наверное, любым молодым предпринимателям, я, наверное, Этика. Держать ее не на этика, выше. это в основном, да, это этика очень важна. И они не умеют считать же. Они думают авансовыми платежами их прибыль. Наличие денег в кассе не означает, что ты прибылен. Может, ты просто ускоряешь свой кассовый разрыв и убыток будущий. Вот. Через это мы прошли, да. Что-то еще есть, вот мы сейчас обсудили, да, там продукт, систему. Что дальше? Вот, ну, я могу сам тут немножко направить, если нечего тут дальше дополнить. Мгм. Давай вот поговорим про мышление. Вот, именно как владельца. Потому что это же вообще в целом очень странная такая деятельность. Я недавно анализировал, что по большей части мы, ну, вообще, особенно ребята, вот кто уже долго занимается бизнесом, смотрю на них, сам смотрю, вот, что я делаю. Мы очень много живем будущими планами, и всегда в настоящем не прям все классно, как будто. И такое, знаешь, ну, у многих смысл жизни есть в работе, такой, да, скажем так. Да, ну, есть такое. И почему, как ты мыслишь, что ты делаешь. Недавно мы вот сидели с Ларионом, подкаст записывали, и он говорит, когда у тебя малый, средний бизнес, ты, говорит, как белка в колесе. Бегаешь, вот так крутишь его, а потом переходишь когда в большой, а там большое колесо также крутишь. Говорит, теперь я такой поугарал, думаю, блин, кажется, это никогда не закончится. И вот какие ключевые моменты позволяют так активно, так заряженно, так глубоко проникать в любой проект, заниматься вот это все, постоянно варить, там каждый процесс вот этот дрючить, так как я говорю грубо. Ну вот, типа, для чего, почему, зачем? Ну, это же твоя профессия. Ну, быть предпринимателем — это такая же профессия, как быть врачом или учителем и так далее. Это не так, что... Призвание. Призвание, я не знаю, профессия, как я могу сказать. Я одним и тем же бизнесом занимаюсь 9 лет подряд. Каждый год занимаемся одним и тем же. Я не знаю, с клиникой занимаемся 5-й год подряд. У меня к свободному времени куча, если честно. Но это не означает, что, как сказать, я прыгаю с одного проекта на другой, с одной темы на другую и так далее. Это, наверное, умение, несмотря на какие-либо проблемы, состояние здоровья и так далее, делать то, что нужно. Неважно, это настроение есть, настроения нет, устал или не устал. Ты должен делать, это твоя работа, и все. Допустим, я последние 3 месяца болел сильно. У меня все тело, все суставы болели. Но от этого я не ходил на работу. Я работал с температурой даже работал, это не важно.
То есть Э, дисциплина, по сути, в этом, да? Сила воли, дисциплина, что-то такое вместе, да? Это, наверное, умение брать ответственность за свою жизнь. Больше так сказал бы. Я абсолютно недисциплинированный человек, могу точно это сказать. Но когда у тебя есть ответственность за себя, за столько людей, которым ты даешь работу, за столько детей, которых ты обучаешь, за столько пациентов, которые ты лечишь, ты не можешь. Но это не означает, что надо на износ работать и так далее. Если ты бегаешь в колесе как белка, это означает, что ты фигово выстроил свой регулярный менеджмент, и ты постоянно тушишь пожары. А если ты правильно выстроил свой регулярный менеджмент, можно и не бегать как колесо на белке, и Не работать. доходит до драмы, да, какой-то там условно. Да-да-да. Героизмом, драмом занимаются те люди, которые это любят. Этим людям важно быть героем, важно пожары тушить, Спасать, да. да, спасать. О, смотрите, как я решил и так далее. По факту любая грамотная работа, она делается тихо, бесшумно, без ничего. Без драмы. Да-да, вот зайдете в наш i+, вы увидите, там нету шума. Все, ну, дети только шумят, я не знаю. В Мирае то же самое, там в клинике, там все тихо. Но как часы все работают, там нету, у меня нету имплантов, доставьте мне, или, у нас нету материалов, книг или распечатки и так Да, далее. да, 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 Такого да. шума нет, потому что мы через это все прошли. В какой-то момент мы решили, мы не будем этим больше заниматься. Мы выстроим такую компанию, которая будет работать как часы. Да. Вы же в банке не видите же этого шума. Да. Надо сильно насторожиться, если ваш топ-менеджер является героем. Значит, он, скорее всего, не топ-менеджер, а менеджер среднего звена. Его надо поставить на средний менеджмент. Там он будет бесценен, потому что Он будет перед спасать. линейкой там всегда выходят какие-то казусы, форс-мажоры и так далее. Но топ-менеджер, он выстраивает работу так, что он максимально будет стараться не допустить таких-то казусов. Супер, Вот супер. это мое мнение. Какие вот, ну, давай так, смотри, первая это ответственность была. Да. Что еще в мышлении помогает стабильно расти? Супруга. Как? Я человек не целеустремленный. Если бы, наверное, супруги рядом не было бы, то я бы никогда себе не ставил бы иксы и так далее. Я бы сказал, родителям хату, машину купил, все, мне это хватает. У меня там Да. какое-то энное количество денег, все, я больше работать не буду. Я поехал рыбачить, охотиться, короче. Но благодаря моей супруге, которая постоянно ставит цели и говорит это, благодаря этому, наверное, какие-то качества, наверное, Супер, супер. так и Окей, получается, да. окей. Вы с супругой вместе работаете? Мы с супругой вместе все и основали. О, классно. Мы бизнес открывали вместе с супругой. А вот есть же разные мнения. Кто-то говорит, работать вместе не надо, типа это портит отношения. Кто-то говорит наоборот. Я помню, вот Нурлан бейкерист у меня был с Саидой, они говорят, круто же, когда у вас одна реальность, да, допустим. Вот какое у тебя насчет этого мнения? Четко распределить свои обязанности и зоны влияния, наверное. После того у вас, наверное, не будет каких-либо проблем и так далее. И Да. оставлять... ну, не получится, если честно, оставить работу на работе, потому что мы живем этим. Да, и всегда, наверное, мы так как разделяем ценности компании, не бывает каких-то серьезных решений, которые я без нее не принимаю. Ну, Паша Гительман каждый раз говорит, у них разные чаты, там, не знаю, рабочий чат и чат с супругой там отдельно, где они там какие-то позиции такие, какие-то дома мимимишки такие делают. Ну, у меня такого нету, но, не знаю, Все 10, все в да, одной не переписке. знаю, 8 лет в браке, все получается, все прекрасно, Слава да, богу, супер, да, классно. потому что я всегда говорил, помимо того, что она моя жена, она является моим партнером. Да. Супер. Да, да. Это еще больше же укрепляет, по сути. Много общих тем. Я уверен, вы там сидите за ужином и обсуждаете, как что идет, тут как тот сказал, этот сказал, и еще детей, и Обязательно, еще да. и там между собой. И у вас много тем для разговоров. Да, конечно, так и Поэтому есть. я тоже, если честно, в эту историю сильно верю. Мы вот последний раз в пятницу вечером с Кариной пошли ужинать, и, не знаю, часов 5 без остановки разговаривали. И столько обсудили, все наши, и партнерские, и семейные, и детские, и между собой, короче, столько есть тем общих. Да, Я не наверное. представляю, как если бы мы были бы из разных сфер, и она бы сидела весь день дома, я приходил бы, блин, мне кажется, тяжко было бы. Я не знаю, как у других. Ну да, Да. да. Я не исследовал и так далее. Вот Дамир Гайсин, они тоже там с Рошан Дамир вместе работают прекрасно. Вы с Кариной вместе работаете, я с Айтоку вместе работаю. Просто без Айтоки у меня не получилось бы. Это она мне говорила там, давай снимем это знание. Это она мне говорила, давай возьмем этого человека. Это она мне говорила там, Айбек, у тебя все получится, давай вместе все это делать. Да, мы открыли Ай+, не от большой любви к образованию. Это, я не знаю,
Мы открыли плюс от необходимости, у меня денег не было просто. И так получилось, что после этого у нас появилась Любовь к образованию. любовь к образованию, потому что мы сами алтенбельгисты и так далее. До Супер. этого просто мне свадьбу я делал, мне деньги нужны были. Короче, иногда не надо романтизировать в начале Да. особенно, да, там типа вот эти истории, которые мы видим в рилсах, там, он любил это дело, и поэтому из любви к своему делу он сделал вот этот бизнес, он стал богат. Иногда бывает просто бабки нужны, и ты хочешь заработать, и все, да, по Да, сути. иногда банан есть банан просто. Да-да-да. И в начале бизнес, когда открывают, многие, кто сами выходят из ничего, когда у тебя ничего нету за душой, Да-да-да-да-да. то ты делаешь бизнес от необходимости. А когда в изобилии, ты уже начинаешь мыслить там ценностями, миссией, критериями там всякими. Ценности и миссии, наверное, сразу же и появляются. Это не берется с воздуха, и ты не начинаешь мыслить ценностями. Потому что ты с такими ценностями и родился. И когда ты бизнес делаешь, ты делаешь бизнес с этими же ценностями. Да, Потому что, отражается. да, это твое отражение просто. Да, бизнес — это И отражение, реально. если людям, как сказать, люди схожи с моими ценностями, они остаются в компании и продолжают, и так и появляется корпоративная культура. Супер. Она супер. никак, ее со стороны навязать никак Да, не да, получится. это как типа вайб семьи. Да, Он у да, всех это вайб разный. компании, да. Да, это и вайб компании, он тоже разный. Прикольно, прикольно. корпоративная культура так и есть. Супер. Что еще в мышлении? Вот ты говоришь, в мастер-майнде был у Дашкиева. Там же в основном про мышление идет вообще весь процесс. Да, да, тумба-юмба. Что оттуда ты взял такого, что тебя сильно изменило за последнее время? Это, наверное, быть вкладом для людей. Почему я вышел в этот подкаст или хожу в подкасты и начинаю делиться? Это потому что мастер-майнд сильно повлиял на меня. На последнем мастер-майнде меня разбирали. Это был первый мой разбор. Мастер-майнд, чтобы я сказал, это сообщество предпринимателей Михаила Дашкиева, куда идет жесточайший отбор быть гостем. Ты тоже был гостем там, я помню. А потом, после этого ты снимаешь видео, чтобы за тебя проголосовали там. И этого чувака берем или нет? И меня взяли. Но я не смог посетить Октябрьский мастер-майнд. Потому что у меня была семейная типа, потеря там, апам қайтып там. И из-за этого я не смог поехать. Да. Потом мы разобрались. Потом произошло так, что начали меня в январе разбирать. Я вот сижу вот так. Миша вот так сидит, я здесь сижу. И меня начинают разбирать. Там люди вкладываются в меня, рассказывают и так далее. Я говорю, у меня запрос X2 вырасти и так далее. А сам уставший, я тогда, оказывается, уже сильно болел на тот момент. Не было желания как-то быть разбираемым. И кто-то из участников спросил у меня, Айбек, а почему ты в октябре не был? Я на тот момент не выдержал, заплакал и сказал, там, типа, у меня там бабушка, у меня там депрессия и так далее, такие-то моменты. На что весь мастер-майнд начал в меня вкладываться, говорить, какие решения есть, что я должен заниматься над своим состоянием, что я должен больше уделять времени, не знаю, семье, своему здоровью, пройти чекапы и так далее. Тогда мой друг со мной поехал, Арман Тосканбаев. И он говорит после мастер-майнда, Айбек, мы с тобой были 3 месяца с тобой, круглые сутки были рядом, но я не знал, что у тебя такие проблемы в жизни происходят. И давай, типа, общаться не как просто друг, а быть вкладом друг для друга. И он сказал, у меня тоже есть проблемы в бизнесе, которые ты мне можешь проконсультировать, помочь. А я к Армону относился просто так. Мы, типа, кайфуем, чилим, играем в компьютерном клубе и все. И он тоже самое, как ко мне, так отнесился. Он говорит, ты полетел 6000 километров с Казахстана в Россию, я не знаю, ребятам с России, чтобы они тебе помогли, типа, быть вкладом. А я, находясь рядом, тебе не помог. И на тот момент у меня инсайт, короче. Я тоже хочу быть вкладом в людей. Супер. И после этого мы начали собирать мастер-майнды в Алмате. Там помогли Асхату Абжанову, помогли Николаю Паку, помогли и Дамиру. И так начали делать вот такие мастер-майнды мини. И после этого я подумал, а как я могу быть вкладом еще большим людям? Из-за этого я чуть-чуть начал вести трецы. После этого я решил, так, надо же ходить в подкасты. И начал ходить в подкасты к Николаю Паку. И это первый подкаст, потому что, честно, у меня даже со студенчества была мечта, не знаю, общаться с Арманом Юсуповым. Вот, я не знаю, вы же как top of mind всегда были, там, Юфрейм, самый знаменитый, крутый. Я такой, когда даже ничего не получалось у меня по бизнесу, смотрю, там, Карина с Арман доступ классе проходит. Я такой, вот звезды проходят, это классно. Прикольно, прикольно. И я сам, для меня какой-то чекпоинт, что я здесь.
Вот это я взял с обучения на мастер-майнде. Быть вкладом. Да, Супер. быть вкладом, Классно. наверное. И рекомендую всем быть вкладом, потому что там всегда говорится, если ты не вкладываешься в другого, почему другой должен вкладываться в Да, тебя? да. Исходящий, входящий поток, да, по сути, про это Да. тоже. У меня тоже оттуда классные инсайты были. Я там после этого полгода тоже за полгода сильно вырос. Благодаря этому я тоже в этой точке. Благодаря этому тоже мастер-майнду огромный вклад был. Мне понравилось там пару вещей. То, что я для себя забрал, внедрил. Это, допустим, у тебя есть какая-то неадекватность, проблема. У меня, допустим, была проблема со страхами. Я очень боялся нового своего уровня. И там такое задание дали. Ну, вообще, как я понял, я, то есть, как гость был, и меня не разбирали, я так от разборов брал для себя, что если у вас есть какая-то проблема в жизни, ну вот долгая проблема, вот вы, ну, кажется вам нерешаемая, выделите на нее 100 часов. Вот 100 часов ты эту проблему исследуешь. Ходишь на курсы, читаешь книги, изучаешь, созваниваешься с людьми, у кого такая же проблема. Вот просто выдели на эту проблему 100 часов. По-любому она решится через 100 часов. Это очень много времени, да. И я вот так взял и 100 часов исследовал тему страхов, там, мышления денежного, там, и так далее. Я реально с этого момента сдвинулся сильно. Что еще вот из мышления в последнее время вот ты как бы для себя осознал, и прям для тебя это было вау, прям инсайт какой-то? Если бы я сейчас делал бы бизнес по мышлению, я бы, наверное, выстраивал бизнес вместе с личным брендом. Это прям очень важно. Я бы, наверное, в первую очередь делал бы такой бизнес, который связан с твоим брендом вместе и выстраивал систему. Потому что мы делали свой бизнес целенаправленно, без какого-либо лица. И каждый новый успех нам, как сказать, был дорог. Хотя себестоимость этого успеха, он был дорогим. Ну, себестоимость привлечения клиента был дорогой, потому что он не прикреплялся к лицу, он не создавал доверия. Из-за этого упущенной прибыли и выгоды очень мало было, наверное. Сейчас это одна из причин, почему я начал выходить в личный бренд, это, наверное, попытка снизить себестоимость привлеченного клиента, наверное. Да, Это честно. да, 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 да. Это же бизнесовая аудитория стоит. Да, Из-за да. этого, наверное, не стесняйтесь продвигать свой бизнес вместе с своим личным брендом. Второе, наверное, я бы не относился к бизнесу как к своему ребенку. Либо только какое-то определенное время относился к бизнесу, к своим сотрудникам и так далее. Потому что у нас с супругой 4 года не было детей. Мгм. И мы это у психолога анализировали. Сколько бы я таблеток, БАДов не принимал. Просто тупо не было детей. Но слава Аллаху, у нас сейчас 2 детей. И это произошло только когда в тот момент, когда я перестал относиться к своим партнерам, как к своим младшим братишкам или к своим детям, и перестал относиться к Айплюсу как к своему ребеночку. Вот когда вот этот психологический шифт у меня, у супруги произошел, это много, не знаю, кидалово в партнерство и так далее, очень много таких вещей было, когда вот трансформация у нас произошла. И зачем людям это переживать? Лучше же на чужом опыте это перенять. Да, И да. изначально уже можно относиться с любовью к своему бизнесу, но не как к своему ребеночку. Не перебарщивать, Да, короче. вы встретите там типа предприниматель, который говорит, это же мой ребеночек, или это какого-то партнера, это же мой братишка, или там это мой как сыночек. Я знаю пару предпринимателей таких, я им говорю, блин, братан, тебе нельзя так относиться. Там ты искажаешь, у них отношение другой к тебе будет, и твое, и они будут проецировать отца на тебя. У меня такое было, если честно. Третье, наверное, я бы ходил бы к психологу. Мгм. У многих людей скепсис к этому. Если Да. ты к психологу идешь, то ты псих. Да. Да нет, вообще ничего подобного. Мгм. Потому что проработки и работа над собой, она всегда важна. Супер. И те люди, которые самые красавчики и думают, что я сам себя анализирую, этого мне хватает, и я сам себе психолог. Но, ребята, вы такие красавчики, хватит себя обманывать. Когда вы к психологу пойдете, вас, конечно, будут скрывать, и так вас скроет. Но это намного полезнее. Это сэкономит вам, наверное, лет 10 времени. Потому что я хожу к психологу после того, как я начал видеть результаты у своей супруги. Моя супруга начала ходить к психологу, к транзактнику. После этого она мне сказала, Жан, типа, чтобы мы вместе двигались, типа, в одну сторону и в одной скорости, тебе необходимо идти к психологу. Я такой, как скажешь. Мгм. Я тоже начал ходить к психологу. Да, это некомфортно, это неприятно вспоминать свои детства, свои травмы и так далее, Да, но да, да, да. это надо, это нужно. Вот
я тут можно приведу пример. Вот я в ту пятницу был у психолога, я раз в неделю хожу, и у меня, короче, есть синдром спасателя. Это, то есть, синдром, когда ты... То же Да? самое, да, да. Все, супер, классно. Надо что-нибудь помочь, видишь, такой сразу. Короче, я вот всегда, то есть в моей реальности всегда появляются люди, которым мне нужно помогать. Они всегда у меня что-то просят, я всегда чем-то им помогаю и так далее, и так далее. И в последний раз я пришел с запросом, когда я уже... Что-то на мне уже много людей сидело, сильно много. Я что-то, мне это давить начало. Такие еще были события в последнее время. На меня вот проблемы скидывали свои, такие тяжелые, там, вопрос жизни и смерти, там были моменты. Ну, какие-то Да, да, тяжелые да, уже да, такие. да. Я такой, что-то перегрузился, и вот общаюсь, и мне вот Рая Надирова, психолог, говорит, это называется роль Бога, там, так нельзя, то-то, 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 давай вспомним тут, ту-ду-ду-ду-ду-ду, раз убрали, буквально 15 минут, осознание, потом злость, какого хрена вообще это было, и сразу пошел, позвонил нахрен, разослал некоторых людей там условно, но все пошло нормально после этого. Эти люди, у них проблемы закончились, растворились сразу, так. И вот даже вот эти кроссовки я купил после этого разговора. Они для меня не просто кроссовки. Я эту покупку откладывал, капец, короче. Я даже узнал, что у друга было день рождения. То есть я хотел купить кроссовки, думал, сейчас я куплю кроссовки. И мой друг пришел и говорит, вот у меня день рождения. Я подумал, я тебе тогда я возьму кроссовки. Свои отодвинул. Да, И да. обратно себя плохо почувствовал. И потом такой, не-не-не, нифига. И так получилось, что он сказал, нет, давай потом, мне сейчас некогда. И я сразу пошел в магазин, взял себе их и вот не снимаю второй день, потому что это для меня такое, для меня подтверждение, что я теперь как бы никого не спасаю, занимаюсь своей жизнью. И если я буду максимально эффективно заниматься своей жизнью, я тем самым кого-то тоже спасу, потому что я буду платить зарплаты, налоги и так далее, и так далее. Да, То так есть и от есть. этого будет больше пользы, чем я буду бросать свое основное дело и помогать всем вокруг, короче. Вот, и это пример того, что вот так работает психология. Ну, то есть это не просто как бы отделать нефиг, ты такой разбогател, и тебе там делать Да, да. нечего. Да, разбогател и такой, что мне сделать? К Да, психологу сходить, да? да. Да, я искал психолога, наверное, это пятый психолог, к которому я хожу. Я к одному пришел, я сказал, вы мне не нравитесь. Второй сказал, вы что-то не то. Третий тоже самое сказал. Четвертый, на пятом... Они сами потом к психологу пошли, да, короче, Ну, у примерно? каждого психолога есть психолог же. Ну, да. Ну, мне импонирует то, что там родственная душа, что не я один спасатель, да. Я столько долгов надавал с этим спасателем, столько проблем у меня после этого было. Так что лучше от этого избегать. Да, 100%. Окружение что? Это тоже интересно, да. Надо всегда, наверное, находить то окружение, которое сильнее тебя. Но не на x100 примерно, x10 примерно, x10, x5, x3 по выручке или, не знаю, по опыту и так далее. И стараться общаться не только с предпринимателями. Ну, проблема предпринимателей, они общаются только с предпринимателями. Проблема блогеров, они общаются только с блогерами. Проблема адвокатов, они только с адвокатами. Да. Надо стараться общаться С разными категориями. с разными категориями людьми наравне. Да. В позиции я окей, и ты окей, и мы друг другу поможем. А то предприниматели есть такие-то. У меня дохрена денег, ну и что ты классный специалист. Да, у меня такая позиция была, не знаю, года 3-4 назад. Благодаря психологу это проработал, потому что это тоже был мой какой-то защитный механизм. Из-за этого надо стараться всегда находить другое окружение. Ну, не знаю, какое-то хобби, там в какое-то сообщество вступить. Предприниматели, туда в какое-то сообщество вступить. В Алмате у меня очень много друзей-предпринимателей, с которыми я общаюсь там. Я из-за этого интуитивно, не знаю, вступил, не знаю, к Дашкиеву. Потому что меня там никто не рекомендовал. И здесь были ребята там с Минисо. Я сказал, ребята, вы у Дашкиева? Да, говорит, порекомендуйте меня, Дим, да? И они такие, ну да, пойди, ты здравый чувак, и плюс, давай Да, мы тебя порекомендуем. Я попал туда. Я сейчас безумно счастлив, что являюсь частью мастер-майнда Дашкиева, потому что я там так увеличил свою надсмотренность, я вижу, какие процессы происходят в бизнесах в России, потому что это инерция приходит же в Казахстан же. Да. Благодаря мастер-майнду я привез технологию All-Info, которая в один день ставит тебе зубы. Это помогло мне увеличить выручку 25% в клинике. Из-за этого окружение, оно очень важно. И старайтесь, ну, если вы сами не токсичный человек, не общаться с токсичными людьми. С теми людьми, которые круглые сутки, я не знаю, играют, негативят, жалуются на жизнь, играют в компьютерные игры, занимаются уходом. Компьютерные игры? Да. Уходом и, я не знаю,
добытием побед в виртуальной среде. Да, Вот да, я бы сказал бы там. Это же любой уход, это же невозможность жить в реальности же. да, да, да. И тебя начнет это засасывать. Например, я играю в компьютерные игры только раз в неделю. До этого я играл взахлеб, потому что у меня в жизни какие-то депрессии, проблемы были. Последние 4-5 месяцев я играю только раз в неделю. Ну, 3 месяца, сори, 4-5 Ну, сказал. это хобби просто, Да, да, кайф, да, короче. да. К примеру, да, допустим, я курил до этого кальян 8 лет подряд. Круглые сутки, каждый божий день у меня было окружение людей, которые постоянно курят кальян. Неважно куда, в первую очередь я думал, как бы кальян покурить. Я в Исландию забрал с собой кальян. Я таскал кальян в ЮАР, Замбию, Зимбабве. Я забрал кальян в Таиланд. Я забрал кальян, я не знаю, сейчас скажу. Куда я только не Ну брал да, этот да, да, кальян, да. да. В какой-то момент я чуть-чуть испугался от того, что я могу умереть от плохой болезни. У меня началось повышаться давление от онкологии, допустим, да. И в какой-то момент моя дочка говорит там, мой отец курит, короче. И мне как-то неприятно, ужасно стало. И 5 месяцев назад я решил, все, я не буду курить кальян. И до сих пор я не курил. И знаете, многие люди, с которыми я курил постоянно кальян, у нас они начали как-то исчезать просто. Все, как будто туман исчез от кальяна этого. Из-за этого это очень важно, с каким окружением ты повелся. Ну, будешь ходить не знаю, с наркоманами, в какой-то момент станешь наркоманом. Будешь ходить с успешными, будешь успешным. Примерно так. Блин, 100%. Тут я по себе могу сказать, я вот в последнее время у меня тоже, я больше увеличил количество именно окружения у себя. И я сейчас замечаю, как у меня логика начала меняться в жизни, мышление, одежда, результаты, да, там, ну, вот просто все. Я вот тоже постоянно рекомендую, когда ко мне приходят там на какие-то встречи, разборы, там, я говорю, ребята, просто вот кто вам нужен? Вот создайте такое окружение, идите, платите деньги на всякие там бизнес-сообщества, их так много. Просто нужно пойти, найти и зайти туда, потому что это реально сильно решает. Даже тот же мастер-майнд тоже, когда там был в Дубае, помню, встает какая-нибудь там женщина, я помню, одна, и говорит, у меня 100 миллионов рублей заработок, ну, чистая прибыль. Месяц. Да, 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 в месяц. Да, да. Это типа 500 миллионов тенге. Да, да, да. И ты такой, нифига, вот она. Вот она такая вот, он сидит вот перед тобой, и она вот такая вот, прикольная. А что в ней? Начинаешь анализировать, у тебя что-то меняется, короче. Вот Да, прям. нету ни личного бренда, ничего. Да, да, Что-то вроде делает. да, да. И ты смотришь и говоришь, я тоже так хочу. Да, 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 Скажи мне, пожалуйста. да, да, И да. когда я им говорю, у меня такой заработок, ну, Айбек, это несерьезно. Для Казахстана это классный заработок. И такой иду, они типа подкалывают тебя и так далее, да. Это тоже. И заниматься нетворкингом, наверное, я бы хотел бы... Не эта тема, которая там, нетворкинг, везде надо знакомиться и так Да, далее. Надо нести какую-то пользу. да. Это очень важно. Спасибо за то, что пригласили в подкаст. Я вот хотел сейчас не на камеру, или на камеру, не знаю. Ты что, бухты, да? Да. Я тоже. Все, на этом можно Да. заканчивать. Все. Не, собственно, я просто вспомнил, я был в инвест-буткемпе на обучении у Маргулана Ага. в Стамбуле. И там я встретил, короче, одного чувака, тоже классный, успешный предприниматель. Он такой, и он, типа, казах сен қай елсің дейді. Тобықты я, короче. Он такой, я тоже Тобықты. Ты знаешь, что Арман Юсупов такой? Ничего себе. Это было 4 года назад. Так что про тебя очень много говорят, кстати. Супер. Да. Очень много говорит Дашкиев классные вещей там. У меня есть там типа друг Арман, он занимается такими классными вещами, как они на Дубай, на этих рекламодателей вышли, они офигенно крутые, с Кариной вместе. Я такой, я думаю, я реально горжусь, когда они про казахских предпринимателей так и рассказывают. Ну, на данный момент для меня Арман в большей мере предприниматель. Ну, я, конечно, кайфую от этих видео, которые снимаются и рассказывают про семью, как вы ссоритесь и так далее. Там вот классный контент. Рахмет, Да. от души. Но Спасибо. сам факт, как вы выстроили поток, после этого, как вы ведете этот аель, топим жир и так далее, это достойно уважения. Спасибо большое, спасибо. Да, не за что. Будем продолжать. Да, от души. Да. Рахмет за участие. Очень классные вещи. На самом деле, я вот для себя тоже очень много взял. Я думаю, аудитория тем более. У нас есть такая практика, мы каждый раз в конце резюмируем. То есть каждый из аудитории пишет инсайт ключевой и как он его будет применять в жизни. Потому что у нас же образовательный подкаст. Вот. И мы это подкрепляем мотивацией от нашего спикера. Всегда что-то дарим. Что можем подарить? Я не знаю, давайте 10
абонементов бесплатное обучение в iPlus, либо, не знаю, 10 сертификатов по 50 тысяч на лечение в Мирае. Ну, сами выберите Да, там, давай вот так, 5 Вайплюс абонементов да. и 5 вот... Ну, если у этих 5 нету детей, пусть 10 в Мирае будет. Окей, Да, окей. да. Ну давай так сразу договорим. Ну да, может же не быть детей, да, окей. Да, я из-за этого У сказал. кого И не то, будет детей, короче, да. мы будем дарить, стоматологическое, да, именно Да, вот да. сертификат. Хотите там, за 50 тысяч можно многое сделать. Там. Супер, Да. супер, классно, классно, от души. Если нужно, можно больше сделать. Не, нормально, все. Ладно. Обожаю вообще, кайф. Супер, вот, ребят, все вот так просто, от души, искренне, поэтому тоже так же напишите свой инсайт, комментарий. Рахмет, что-то хочешь пожелать вот именно ребятам, кто сейчас ведет бизнес свой, в конце вот как-то вот? Наверное, это важно, да, я хотел бы сказать и пожелать ребятам, которые только начинают свой жизненный путь, а не бизнес. Будьте последовательны и имейте терпение. Потому что я наблюдаю за молодым поколением, которое занимается бизнесом и пытается делать какие-либо проекты, в том, что они начинают что-то, и за 2 недели они решают, что это не их. Начинают бизнес, за 2 недели решили, что это не поперло. Пожалуйста, если устраиваетесь на работу, доработайте хотя бы 3 месяца или полгода. После этого решайте, что это не ваше. Начали бизнес, имейте терпение делать бизнес 3 года. Бизнес выстрелит в том случае, если вы выделили на него время, деньги и любовь 3 года. Любому бизнесу нужно 3 года, это минимум. Это аномалия, если это стреляет за полгода. Но если у вас есть личный бренд, если это уже дешевый маркетинг же, по идее. Да. Личный бренд — это доверие к тебе, и из-за этого ты удешевляешь цену привлеченного клиента. Да. Это можете ускорить при условии личного бренда. А так, если нету бренда, и ты ноунейм, и ты устроился куда-то работать, доработай 3 месяца и держите свое слово. Это очень важно. Сказали, завтра выйду на работу. Надо выходить на работу, а не гаситься. Ну, я просто с молодежью очень много работаю, более очень много. И это очень важно. Казахстан — это очень маленькая деревня. И репутация здесь очень сильно важна. Если у вас будет репутация кидалы, это когда-нибудь встретится. Если вы будете каждый раз прыгать по проектам, люди будут думать, ой, он каждый раз что-то проверяет. Из-за этого я бы рекомендовал бы любую вещь тестить 3-6 месяцев. А если, начали бизнес, делайте 3 года. Да, Вот. 100%. Блин, очень-очень классно. У меня, знаете, такая параллель вот тут с боксом. Я, решил на бокс записаться и, интуитивно просто туда решил пойти, потому что захотелось, мне еще Дашкиев говорил, тебе нужно агрессию начать проявлять, ты слишком мягкий, и иди на бокс. Это там тебя изменит сильно. И я вот так пошел туда, вот мне сказали, я пошел туда. И 2 месяца первых ходил, блин, говно. Честно, не нравилось, капец, не нравилось. Приходил, думаю, что я здесь делаю, вообще неинтересно. И потом ровно вот на 2-й месяц раз что-то и получилось. Ду-ду-ду-ду-ду. Недавно посчитал, оказывается, уже 9-10 месяцев занимаюсь. Круто. Уже характер изменился. Вообще вот на все сказала в жизни. Уже в драке лезу. Да, уже, да, залезаю. На встречи смело. еду. Да, уже вот так окно открываешь, так стоишь, вот так вот в пробке. Ну, суть в чем, я планирую теперь этим заниматься 3 года. Потому что я тоже услышал, что вот ребята, кто 3 года этим занимается, а у них супер результат. И я вот бокс идеально провожу параллель с бизнесом. Там просто это про бизнес. Бокс — это бизнес. Там еще такой момент, ты тренируешься, и вот тренер мне говорит, вот сейчас сделай 100 повторов. Я говорю, блин, я не могу. Он говорит, вот люди говорят, я хочу быть выносливым. Да. И они как хотят стать выносливыми? В какой момент? Ты выносливым становишься тогда, когда у тебя уже нет сил. Но ты пойми, у тебя сердце не остановится от того, что у тебя руки затекли. Продолжай, добей. И вот это вот ты добьешь, вот ты сдох, и еще 20 повторений сделал. И вот эти 20 повторений к следующей тренировке, оно даст тебе там плюс 10 хп, да, условно. Да. И вот так ты станешь выносливым. И вот как будто в бизнесе тоже, да? Ты сдох, и еще продолжаешь 20 повторений делать. Да. И вот там твой характер срабатывает, и там ты становишься крутым. Из-за этого, наверное, спортсмены, музыканты, они, не знаю, те, кто занимаются каким-то спортом или олимпиадами и так далее, становятся успешными в жизни. Последний пример, наверное, скажу. Я занимаюсь марафонным плаванием. Я 2 раза проплыл по 5 километров Ocean Man. На 10 уже не получается. В следующем году проплыву, даст Бог. И ты не проплывешь 5 километров, если ты не будешь каждый день тренироваться по 1,5 часа.
5 километров — это 2 часа в воде без остановки с каким-то определенным темпом. То же самое в бизнесе. Ну, нету этих качель. Ты должен регулярно, стабильно делать свою работу. То же самое и в работе, если честно. Везде, Не в без- да, контенте, в да. спорте, везде одна и та же Ну, закономерность. почему у тебя все стреляет, весь контент и так далее? Потому Мгм. что ты ж всегда выпускаешь контент. Да, 10 лет уже. Неважно, как 10 лет каждый день я Да. вижу везде Армана Юсупова. Мне тоже вот люди, когда говорят, там, у меня не получилось, что-то я там 5 рилс залил, не залетели. Я думаю, мы с командой вот до сих пор, да, мы суперспециалисты. Каждый день, каждую неделю выкладываем в среднем по 12-13 рилс, да, мы стабильно делаем. Из них, ну, честно, ну, половина у нас не залетает реально. То есть до сих пор мы сами не понимаем. И я уверен, что в бизнесе же так же, ну, Да. по крайней мере, точно у меня так. Там дофига чего не стреляет. 250 рекламы делаем мы в месяц. Да. Что вы понимали, в Таргете 250 реклам выходит. Из них только 10 стреляет. Все Оф- остальное отключаешь. Офигеть. Ну вот, Вот поэтому... примерно вот то же Да, самое. поэтому давайте тут без розовых очков. Кто хочет реально в жизни чего-то добиться, ребят, просто надо оптом брать, как я говорю, вот реально оптом. Обстрел. Да, да, да. Стреляешь, и что-то стрельнет, какая-то пуля попадет, но остальные не попадут. Но который и со временем, вот ты стреляешь вначале вот так, потом раз смотришь, что-то вот в середине попадает, и потом ты уже становишься снайпером, конечно. Но снайпером, чтобы стать, это надо сколько времени вообще в холостую, да, И в прострелять. конце тебе скажут, а ему просто повезло. Да, и у него рынок был такой в Да, 2016 личный бренд году. был, Да, да. да, да. Арману просто повезло, он вовремя блогингом начал заниматься. Да, да, да. Извините за негатив, Да, конечно. да, да, да. Не, в смысле, как есть, все. Да. Все, спасибо большое, Рахмет. От души.